Началось то, чего мы с вами ждали последние 3 месяца. SEC наконец-то начала сдавать свои позиции, и одобрение спотовых ETF будет неизбежно, ведь уже с понедельника на бирже NASDAQ будет доступен первый фьючерсный ETF на эфириум, а компания VanEck с капиталом более 80 миллиардов долларов запускает активную рекламу по инвестированию в эфир, который уже успел вырасти на 5% за день. Планы Генслера по запрету крипты в США полностью уничтожены, и то, что он постоянно переносит решения по заявкам, ему не поможет, ведь сам Конгресс прямым текстом заявляет, что SEC, несмотря ни на что, должна одобрить спотовый ETF на биткоин. Таким образом, сейчас мы с вами стоим на пороге совершенно нового этапа для биткоина, когда он может выйти на один уровень с такими активами, как акции, облигации или, например, золото. И догадаться, что будет с его ценой, несложно, особенно когда многомиллиардные компании смогут официально инвестировать в биткоин. Поэтому, если вы меня спросите, а когда лучше всего купить биткоин, я вам отвечу прямо сейчас. Приветствую вас, друзья, на канале Coin22, с вами Влад, и как вы уже догадались, в этом видео мы во всех деталях разберем неизбежное одобрение спотового ETF на биткоин и как это повлияет на его цену. Также сегодня вас ожидает очень интересный технический анализ на биткоин, ведь текущие индикаторы сигнализируют его рост до 30 тысяч уже в октябре, поэтому смотрите видео до конца, а перед просмотром поддержите его лайком, ведь чем больше лайков вы поставите, тем раньше мы опубликуем топ лучших монет на октябрь, которые должны быть в портфеле у каждого. Так что всем приятного просмотра, давайте начинать. Итак, уважаемые друзья, когда заходит речь про какие-то конкретные даты или те же сроки одобрения ETF, которые оказывают очень сильное влияние на крипту, что подтверждает рост эфира на 5%, я думаю, вы понимаете, что такую информацию нужно получать как можно быстрее, и лучше всего это делать в нашем Telegram, потому что за последнюю неделю мы во всех подробностях освещали новости, связанные с SEC, крипто ETF и не только. Ведь кроме новостей мы ежедневно делимся прогнозами, отчетами и эксклюзивной информацией, как, например, название секретной монеты, которая показала огромный рост за 2023 год и не спешит останавливаться. Поэтому переходи по ссылке в описании, подписывайся и узнаешь название этой секретной монеты. Как я уже сказал, на этой неделе в центре внимания были SEC, Генслер и большое количество заявок на ETF, из которых одобрили только одну, и это была заявка на фьючерсный ETF эфириум. Да, в пятницу криптофонд Valkyrie Investment с капиталом более 1,2 миллиарда долларов сообщил, что SEC одобрила их ETF на фьючерсы эфириум. И начиная с 3 октября первый ETF на эфир будет доступен для покупки на американской бирже NASDAQ, из-за чего это событие также заслуженно отправляется в копилочку поражений SEC и Гэри Генслера. На фоне такой положительной новости эфир подскочил на 5%, что является очень хорошим результатом, особенно после того, как на протяжении всего сентября его цена стабильно падала из-за крупных продаж от китов и даже Виталика Бутерина. Но кроме Valkyrie есть еще и фонд VanEck с активами на сумму более 80 миллиардов долларов, который сейчас занимается активным продвижением и рекламой своего ETF на эфир, который потенциально может появиться на рынке уже с понедельника. Компания выпустила вот это видео со слоганом Enter the Ether, что значит войдите в эфир. То есть понимаете, сейчас криптовалюта выходит совершенно на новый уровень. Ведь просто вспомните, когда мы в последний раз видели, что многомиллиардные инвестиционные компании советовали покупать крипту или даже инвестировать в нее через специальный ETF. Такого никогда не было. Аналитик Bloomberg ETF заявил, что начинается настоящая маркетинговая война, которую мы никогда не видели, поскольку все делают одно и то же и запускаются в один и тот же день. И он абсолютно прав, потому что сейчас каждый фонд желает привлечь внимание как можно больше инвесторов, которые начинают покупать именно их ETF. А это в свою очередь привлекает внимание к самой крипте, которая постепенно начинает выходить на один уровень с традиционными активами. Но сейчас есть определенные трудности с одобрением именно спотовых ETF, ведь заявки на тот же спотовый ETF Ethereum от 21 Shares и VanEck SEC перенесла до 25 декабря, заявив, что им нужно больше времени для детального изучения этого вопроса. Дополнительно SEC откладывает свое решение по заявкам на биткоин ETF от BlackRock, Invesco и Bitwise, а согласно документам, которые предоставил аналитик Джеймс Сейфард, заявки от Fidelity, VanEck и Wisdom 3
также отправятся в режим ожидания. Но почему, если SEC должна была объявить решение по этим заявкам только 17 октября? А это связано с окончанием и началом нового финансового года в США 1 октября. Ведь правительство и различные регуляторы всегда переносят подобные вопросы после начала нового финансового года. А с этим у США есть проблемы, потому что время поджимает, а Конгрессу еще необходимо принять 12 отдельных законопроектов. И теперь получается, что третье решение по 7 ETF-заявкам на биткоин переносятся примерно на середину января, и они также могут быть отложены, но окончательный свой вердикт SEC должна объявить не позднее середины марта 2024 года. И знаете, что самое интересное? Несмотря на все эти переносы, при любых условиях SEC придется одобрить первый спотовый ETF, потому что Конгресс дружно объединился против Генслера и четко дал ему понять, что если SEC не одобрит крипто-ETF, он может отправиться на пенсию гораздо раньше. 27 сентября Генслера вызвали в Конгресс на ковер и отчитывали его там по всем фронтам за поражение в суде против Ripple и Grayscale, и до сих пор не может озвучить свою четкую позицию касательно крипты. Ведь, например, на этой конференции в 2018 году он сказал, что биткоин, эфириум, лайткоин и биткоин кэш это не ценные бумаги. А когда в среду его спросили, считаете ли вы биткоин товаром, он молчал как студент после дополнительного вопроса на экзамене. И член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон вообще сказал: «Я бы хотел, чтобы администрация Байдена сказала, вы уволены». Причем такие заявления он делает далеко не в первый раз. И теперь, я думаю, вы понимаете, как Конгресс на самом деле относится к Генслеру. А еще во время допроса люди заметили, как в кадре появился вот такой логотип Coinbase Stand with Crypto, который означает продвижение криптовалюты на законодательном уровне. Вообще Coinbase сейчас запускает активную программу по продвижению криптовалюты в США, ведь глава биржи хочет, чтобы Америка присоединилась к G20 и начала вводить четкие правила регулирования для крипты, что только увеличит интерес к этой сфере среди инвесторов и направит новый капитал в биткоин и другие высококапитализированные монеты. Да, в этом году мы, к сожалению, ETF на биткоин уже не получим, но оно и не удивительно, ведь в прошлых роликах я неоднократно говорил, что SEC одобрит ETF не раньше января 2024 года. SEC будет тянуть время до самого последнего дня, ведь одобрять ETF они не хотят, так как это для них дополнительная работа по регулированию. А также есть мнение, что банки против подобных крипто-ETF, так как определенный процент инвесторов может потерять интерес к покупке традиционных активов, а уж тем более к банковским депозитам. Правда, это всего лишь догадки. Самое главное, что процесс уже запущен, на рынке США теперь торгуется первый фьючерсный ETF на эфириум, о котором раньше могли только мечтать, а Конгресс США прямым текстом требует от Генслера, чтобы он одобрил ETF на биткоин. Поэтому пока SEC делает очередные переносы, сейчас самое время начать накапливать биткоин. Ведь поверьте, на фоне таких событий его цена взлетит настолько быстро, что вы даже не успеете моргнуть. Но вопрос, стоит ли его покупать прямо сейчас или дождаться коррекции цены до 25 или 20 тысяч? Давайте перейдем на график, и я постараюсь ответить на этот вопрос. Во-первых, последняя неделя сентября стала достаточно оптимистичной, поскольку его цена выросла на 5%, а вчера тестировала сопротивление выше 27 тысяч, хотя начинали мы этот месяц почти на уровне 25. А это значит, что кровавый сентябрь этого года оказался не таким уж и кровавым, ведь биткоин закрывает этот месяц с общим ростом около 3% и становится третьим сентябрем, когда биткоин не падал ниже стартовой цены. Сейчас биткоин очень хочет повторно протестировать 20-недельную EMI, и этот уровень является очень важным, потому что биткоин имеет хороший потенциал роста, прежде чем начнется локальная коррекция. Чтобы вам было проще понять, что может быть с ценой, давайте я вам покажу точно такую же картину, только в марте 2022 года. Вот здесь после медвежьего пересечения 20-недельной EMI и 200-дневной простой скользящей средней, биткоин поднялся выше 20-недельной EMI и столкнулся с отклонением со стороны 200-дневной SMI. И получается, что если что-то подобное произойдет сейчас, то шортисты скорее всего будут ждать 28 тысяч долларов, чтобы собрать как можно больше лонгов, которые открывали начиная с 26 тысяч. А то, что биткоин сможет в ближайшее время протестировать 28 тысяч, говорят данные по накоплению, потому что индикатор Tether by Sell на Binance демонстрирует рост. На этом графике мы наглядно видим, что после того, как в начале 2023 года этот индикатор показал резкий скачок коэффициента покупки и продажи тейкеров, цена биткоина начала активную бычью фазу, которая длилась почти до самого августа. И поэтому вот такие скачки, которые были зафиксированы в последние дни, сигнализируют нам о том, что прямо сейчас происходит активное краткосрочное накопление. Поэтому лучшего времени, чтобы купить биткоин, может уже и не быть. Впереди нас ожидает октябрь, который обычно является положительным для биткоина, а со всеми этими новостями, которые связаны с Генслером и SEC, он может стать еще более прибыльным. Самое интересное,
интересное начнется тогда, когда биткоин дойдет до 28 тысяч, ведь если его цена закроется выше данного уровня, это станет первым сигналом на то, что в октябре мы увидим более высокие уровни вплоть до 30 тысяч долларов, поэтому за движением цены мы внимательно следим. Понятно, что изменить настроение на рынке могут другие новости, но чтобы их не пропустить и оставаться в курсе всех событий, подпишись на наш Telegram и нажми на колокольчик, чтобы первым смотреть наши новые видео. А на сегодня все. Огромное спасибо тем, кто досмотрел до конца. Всем желаю удачи, увидимся в новом видео, до скорых встреч.